Всем привет, дорогие друзья! У меня очередное всеми любимое видео с заготовок. Каждый год мы ждем наступления того самого сезона свежих овощей и фруктов. И не только для того, чтобы насытиться витаминами, но еще и заготовить их на зиму. Никто не спорит, что свежеприготовленная еда лучше и вкуснее, а заготовки нужны для тех, кто работает, у кого не хватает времени на готовку или кто-то не любит готовить. Также домашние заготовки, они полезнее покупных. Давайте начнем с помидоров. Заморозка помидоров на зиму — это очень удобно, быстро, практично и дешево. Для начала перед заморозкой помидоры мою в холодной воде, даю обсыхать. Наиболее сочные подойдут для измельчения на пюре. Плотные томаты с крепкой кожицей понадобятся для заморозки кружочками или на кусочки. А можно ли замораживать помидоры на зиму? Уверенно могу сказать, не только можно, но и нужно. Как мы все знаем, зимой свежие помидоры стоят дорого. Даже дело не в этом, они еще и бывают невкусные. Ну, те помидоры, которые выращивают в тепличных условиях. Еще и на всякой химии. Летние помидоры, они не теряют своего вкуса и аромата, и в готовых блюдах они бывают почти как свежие. Их можно добавить в овощные рагу, подливы, поджарки, супы. А нарезанные кружочком помидоры можно использовать для пиццы и запеканок, даже не размораживая. А томатное пюре можно добавить в соусы, подливы, борщи и так далее. Уверена, к весне у вас ничего не останется. В наше время микроволновки есть практически у всех, и она не только может помочь вам разогреть или разморозить продукты, но еще и очистить помидоры от кожуры. Сделайте крестообразные надрезы на помидорах, положите их в пакет. Пакет закройте неплотно, чтобы вышел пар. Включите режим подогрева на 1 минуту. За это время шкурка нагреется и начнет сама отходить от мякоти. Вам остается всего лишь аккуратно ее снять. Достаю помидоры из микроволновки, даем немного остыть и начинаем снимать кожицу. После чего помидоры я пропускаю через мясорубку. По желанию можно мелко нарезать зелень и добавить в томатное пюре. После нагревания помидоров в микроволновке от них осталось много сока, и его тоже я разливаю в контейнер и использую для соуса или супа. Заморозить томатное пюре можно в небольших пластиковых стаканчиках, но удобнее всего использовать пакетики с застежкой или силиконовые формочки. Я разливаю по пакетикам. Готовые пакетики кладу на плотную поверхность, на доску или в лоток для пельменей.
и убираю в морозильную камеру. Использовать по мере необходимости, так же как и свежие, можно добавить в супы, в овощные рагу, делать подливы. Много где найдется применение. Болгарские перцы – один из моих самых любимых овощей. Перцы мою, даю стечь в воде. Замораживать буду целиком для дальнейшего фарширования. Очищаю от семян. Подготовленные перцы нужно просто сложить друг в друга, сформировав такую пирамидку. И кладем в пакеты для заморозки. Остальные режу на две части, буду резать на крупные и мелкие кусочки. Замороженный на зиму болгарский перец имеет плотную структуру и яркий аромат. Нарезка не слипается между собой, и в любой момент можно отсыпать небольшое количество, помещая остальное обратно на хранение. Мелко нарезанные перцы можно использовать в зимних салатах и в овощных запеканок. Оно подойдет и для рагу, зажарки, и для омлета. Нарезанные перцы помещаю в пакетики и отправляю на заморозку. Теперь нарезаю кабачки. Кабачки можно нарезать мелкими кубиками или как вам нравится. Я режу кружочками, затем кружочки режу помельче с помощью фигурного ножа. Такие кабачки обычно удобно использовать при приготовлении рагу. Нарезанные кабачки кладу по пакетикам и плотно закрываю, отправляю на заморозку. Что касается свеклы, свеклу я полностью перекручу на мясорубке, использую для заправки борща. Можно использовать также для сырых салатов. Промытую и очищенную свеклу режу на несколько частей, буду перекручивать на мясорубке. Получившуюся смесью наполняю силиконовые формочки и отправляю их в морозильную камеру для полной заморозки. После застывания заготовки из них легко достаются. Можно сложить в пакетики и отправить на длительное хранение. Использовать по необходимости. Дальше будет удобно доставать симпатичный брикетик и бросить в кастрюлю к борщу без размораживания. Попробуйте и наслаждайтесь. Теперь способ заморозки моркови на зиму. Морковку можно натереть на крупной терке или нарезать
небольшими кубиками, соломкой, а затем расфасовать небольшими порциями в пакетики и замораживать. Такая заготовка значительно вам сэкономит время. Ее можно добавить в первые блюда, в овощные рагу. Я чаще всего использую для плова. Нарезанную морковь кладу в пакетики и тоже отправляю на заморозку. Отличный способ сохранения кукурузы на зиму – это заморозить ее. А самое важное, так кукуруза гораздо полезнее, чем маринованная с уксусом, что продается в магазинах. Выбираем плотную и упругую кукурузу. Я, наверное, использую в запеканках, поэтому разрезаю каждый початок на несколько частей и кладу в пакетики. Можно, конечно, и срезать зерна, сделать заготовку более комфортнее. Можно также заморозить хоть целиком. Замораживайте, как вам удобно. Кукуруза хорошо хранится в морозильной камере, почти не теряет свои полезные свойства. Можно добавить в супы и в различные вторые блюда, также использовать для салатов. Обязательно заготовьте и зелень. У меня укроп, петрушка, кинза, можно по желанию базилик. Заранее помойте зелень и оставьте подсохнуть. Замороженную зелень можно добавить в любые блюда, ее не отличить от свежей. Заморозить можно несколькими способами. Нарезанную зелень распределяем по небольшим пакетикам или по контейнерам, как вам удобно, и замораживайте. Если же цель состоит сохранить все витамины, содержащие в том или ином овоще, то лучшим способом будет все-таки заморозка. Заморозить на зиму можно практически все. Главное для себя определить, как вы все это будете использовать. Хорошо подумайте, надо ли вам это все в таком количестве, чтобы к весне не пришлось все выбрасывать. И, наконец, по многочисленным просьбам показываю, что лежит в морозильной камере. Объем моей морозильной камеры 204, система No Frost, 6 отсеков для заморозки. В нем храню только ягоды и овощи, а полуфабрикаты и мясо храню в морозильной камере от холодильника. На вопрос, какие морозильные камеры более удобны в использовании, во-первых, она должна поместиться у вас на кухне. Для меня самое удобное – это вертикальная. И еще одним плюсом вертикальной морозильной камеры – очень удобное расположение продуктов. Они могут размещаться на полках или в выдвижных прозрачных контейнерах, в которых вы можете видеть, где что находится. Такая система очень удобна для продуктов мелких размеров, например, ягод или овощей, которые фасуются небольшими порциями.
Замороженные свекольные брикеты достаю из формочек и перекладываю в пакетики для дальнейшей заморозки. Эти брикеты клубники и абрикосы пока уберу в лоток и на заморозку. В первом ящике все ягоды, которые я готовила из прошлых видео. Это малина, ежемалина, клубника целая, перетертая клубника из формочек, абрикосы и вишня. Итак, второй ящик. В втором ящике лежат сливы, немного вишни, тут смородина. Стручковую фасоль нужно будет переложить к овощам. В контейнерах я замораживаю очень редко, так как они занимают много места. Для меня более удобный способ — это замораживать в пакетиках с застежкой. На кружочки нарезанные это лайм, закинула в морозильник, чтобы не портилось. В третьем ящике лежат сегодняшние заготовки. В маленьких пакетиках помидоры, перекрученные на мясорубке. Расположила вертикально, чтобы было удобнее доставать. Помидоры нарезаны на кружочки. Использую для пиццы или на какие-нибудь другие запеканки. И болгарские перцы из сегодня. И последний ящик, тут тоже овощи, мелко на кубики нарезанные помидоры, болгарский перец, морковь, кукуруза. Это тоже сегодняшние заготовки. А в морозилке от холодильника в первом ящике лежат в контейнерах зелень, бульон. Во втором ящике также овощи немного замороженные, курица. В третьем ящике лежит мясо и зелень в контейнерах. Полуфабрикаты давно закончились, скоро начну новые заготовки. Вот таким способом, потратив немного времени и сил, можно запастись замороженными овощами на зиму. Это так приятно, когда среди зимы можно почувствовать вкус лета. Всем спасибо за просмотр, не жалейте свои лайки за мои старания для вас, подписывайтесь на канал. Желаю всем легкой работы на кухне. Всем пока!